Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. С вами я, Вивьена, и здесь мы сегодня смотрим послание нам от Архангела Михаила. И свеча сиреневого цвета, потому что вот аура от этих людей, она сиреневого такого цвета, фиолетового, вот фиолетово-сиреневого. Это у чистых, очень чистых душ и у людей тоже. Таких на земле мало. Поэтому мы взяли такую свечу. Мы посмотрим и на предсказательных символах, и, конечно, на воске, что нам хочет сказать сейчас важного, очень важного, предупредить или сказать что-то важное, радостное. Мы посмотрим. Архангел Михаил. Сейчас мы сначала посмотрим на знаках, а потом мы будем смотреть и на воске. На знаках, что нас хочет сказать Архангел Михаил. Он хочет сказать, что если вы в паре, то он говорит вам, поддерживайте свою пару, поддерживайте свою пару. Что хочет сказать Архангел Михаил? Да, потому что именно пару или вот какие-то общие люди, взаимодействие с людьми, потому что есть рядом враги как бы не внутри семьи, а враги внешние, которые не дают вам продвигаться вперед, наоборот, вас тянут вниз. И что он вам говорит? Всегда спросите за 3 секунды истинную правду, и подсознание вам скажет. Не слушайте, не повторяйте то, что вам говорят. Слушайте только свою внутреннюю правду. Она 3 секунды. Вот раз что-то задумали, 3 секунды, и вам точно даст ответ. Я вам расскажу, как на маятнике в группе, я расскажу, как можно определить, как маятник сам себе, не маятник, который мы смотрели, а маятник сам себе. Из себя можно сделать. И смотрите, что он говорит. И если вы будете следовать именно внутренней правде, своему внутреннему «я», своей правде, любви ко всему, тогда у вас будет рассвет. А если вы пойдете другим путем и будете гнаться за тем, что вам внушают, ходить с какими-нибудь палками сверху, намотанными, орать чего-то, слушать, доказывать что-то, тогда у вас будет полнейшее разрушение. И потеряете не только союз, не только семью внутреннюю, вы потеряете самого себя, и начнутся болезни. А он вам говорит, вас Бог сюда прислал как невесту, как радость, как благое. Что он хочет сказать вам, что да, как благое, а не для того, чтобы вы падали и в страданиях чего-то кому-то доказывали, орали. Что хочет сказать вам Архангел Михаил? Опять он говорит, объединяйтесь. И в паре мужчина и женщина. И объединяйтесь с людьми, объединяйтесь и идите за внутренней правдой. Не доказывайте и орите, а просто это делайте. Игнорьте, когда вас заставляют что-то делать. Просто мне это не важно, мне это не нужно. Запомните главные слова жизни. Мне это не важно. И вам это говорит Архангел Михаил. И тогда вы объединитесь в огромное войско любви. И передадите эти знания своим потомкам. А иначе передавать будет нечего. Что еще хочет сказать? И хочет сказать, что действительно нужно возлюбить и себя, и тогда рядом, кто с вами, будут любить тоже вас. Подписывайтесь в Телеграм, пишите в комментариях. Любовь искренняя, бесконечная и радостная. И, Вивьена, сейчас мы будем смотреть вам на воске послание от Архангела Михаила на сиреневой свече, так как сиреневого цвета аура у святых. Ой, как хорошо-то. Сейчас я буду смотреть. Идет то, что у вас идет какое-то действительно объединение. Прибавка, он вам говорит, прибавка какая-то, прибавка
энергетическое и материальное. Рядом с вами действительно вот прям корова такая, ну или бык, который помогает в вашей жизни. Что хочет сказать архангел Михаил? Он говорит, что только объединяйтесь, как кувшин, объединяйтесь с теми, кто с вами рядом. Видите, потому что очень много черноты, ой, так неудобно, очень много черноты идет. Хорошо, что свеча не потухла. Очень много идет черноты. И вот это вот как бы ваша аура, вот вы вышли, человек. И вот здесь, видите, огромный такой, сначала вышел большой бык такой, который помогает, а он превратился в очень нехорошего крота, который пытается влезть в вашу, вот в эту вашу ауру, в ваше сознание. Что говорит архангел Михаил, о чем предупреждает? Вот, но будут мелкие какие-то материальные блага, ну, может быть, зарплата, может, еще. Но он предупреждает именно о том, что вы должны не подпускать к себе, вы должны объединять вокруг себя с ваших соратников, семью, людей. Потому что если вы будете, вот видите, еще раз показывает, если вы будете кого-то там вот наускивать, учить, то вот эта сущность внедрится внутрь, и она сожрет вашу вот эту вот капсулу. Она сожрет, и он вас предупреждает. Жизнь очень мимолетна и очень скоротечна. И вы прибежите и придете на суд. И видите, на суд Божий. Смотрите, какой здесь голубь. И он вам говорит, сейчас у вас, это не только прям вот лично у вас, я общий расклад у многих, одно крыло у голубя совсем в черноте. Он говорит, омойте его радостной водой. Улыбайтесь и радуйтесь, и объединяйтесь. Смотрите, как сердце получилось еще. Улыбайтесь, сердце, чтобы оно не плакало, а давало вам силы. У кого-то идет, у вас послание от архангела, идет у кого-то пополнение в семье или дети, внуки, вы будете чему-то их учить и учить им действительно благое. И идет вот, оно еще прилепляется побольше, какая-то прибыль, у кого-то будет покупка чего-то. Ну, тут покупка крупного. Или недвижимости, или машины, или какую-то технику. Но это большая техника, это не просто телефон. Так, еще что предупреждает архангел. Он говорит, прекратите попусту тратить деньги, но прекратите их вот так вот сжимать в кулаке. Деньги даны для того, чтобы получили и отдали их на что-то, и получили от этого радость. Научитесь от денег, от материальных благ получать радость. И тогда к вам тоже придет радость. И вот эта вот сущность отцепится от вас. Вот такое предсказание от архангела. Пишите, принимаю, приобретаю. Во славу ангелов и архангелов, во славу великого Творца. Да будет так. И я вас жду в Телеграм, там очень много интересного. И пишите, что вы тут видите. И в заключение нашего такого маленького фильма эзотерического «Вивьена Ясновидящая», пожалуйста, кому надо лично, обращайтесь, все мои контакты в описании. Плюс потом все цифры писать, Вайбер, WhatsApp, Telegram. И что нам даст совет какой? А совет говорит такой: побольше молчите. Не бойтесь ночи, но ночью молчите. Молчите во благо себе и во благо других. И то, что ценное есть в вашей жизни, ваши какие-то правила, ваши устои семейные, устои правильные, моральные, то берегите их. Как бережете золотые слитки, золотые украшения, которые передаются вам по поколению. Что еще совет какой? Если смотрят женщины, то говорят: люби себя, замечательная, красивая королева. Если смотрите мужчина, то тут говорится совет от архангела. Помни, что женщина не курица, что женщина тоже очень высшее существо, которое продлевает жизнь на планете Земля. Уважай женщину. А женщину уважайте и любите себя. Пока-пока. С вами была Вивьена. Пишите то, что я вам сказала в комментариях.
Не забывайте про энергообмен и донаты. До новых встреч!